Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Здравствуйте, друзья! Вас приветствует канал Криптомиксер Михалыча. И сегодня мы рассмотрим технический индикатор Momentum. Для хорошего восприятия включите субтитры. Для удобства в плейлисте находятся все видео по рубрике Futures. Momentum является ведущим индикатором, измеряющим коэффициент изменения инструмента. Он сравнивает текущую цену с предыдущей ценой за несколько прошлых периодов. Линия индикатора формирует осциллятор, который двигается в пределах выше и ниже нуля. Это ничем не ограниченный осциллятор, у которого нет ни нижнего, ни верхнего предела. Бычьи и медвежьи интерпретации определяются путем поиска расхождений, пересечений в центре и экстремальных показаний. Индикатор часто используют для комбинации с другими сигналами. Итак, переходим в TradingView, нажимаем технический индикатор, вводим Momentum. Под графиком появился наш индикатор. Визуально индикатор представляет собой кривую, колебания которой дают возможность прогнозировать момент разворота тренда. Среди всех индикаторов, используемых для технического анализа рынка, Momentum является одновременно одним из самых популярных и простых. Он показывает среднюю скорость изменения цены за выбранный промежуток времени. По своей сути, Momentum является опережающим индикатором по отношению к текущему движению рынка. Это означает, что цены на графике еще могут расти, а инструмент уже будет рисовать вершину и начинать падение, только после которого последует изменение котировок в нисходящем направлении. Обратите внимание, что превышение текущих цен закрытия над прошлыми трактуется как восходящий тренд, а если текущие цены ниже прошлых за выбранный временной интервал, как нисходящее движение. По умолчанию установлен 10-дневный период, который является довольно распространенным периодом расчета. Тем не менее, для анализа можно взять любой отрезок времени. При сокращении периода, скажем до 5 дней, чувствительность кривой индикатора повышается, что приводит к увеличению частоты ее колебаний. Продолжительные периоды, например 20-дневные, проявляются в виде гораздо более сглаженных кривых с менее выраженной частотой колебаний. Запоминаем, что установка более короткого периода сделает моментом более чувствительным, но и увеличит количество ложных сигналов. Увеличение параметра срезает большую часть колебаний и выделяет основную трендовую линию. Так, используем 10-дневный моментум, мы сопоставляем сегодняшнюю цену закрытия с ценой 10-дневной давности. Если сегодняшняя цена закрытия выше, то показатель будет положительным. Если сегодняшняя цена закрытия ниже цены 10-дневной назад, то величина отрицательная. При использовании моментума исходят из того, что перепад цен, разность между сегодняшней ценой закрытия и ценой некоторое время назад, должен неуклонно увеличиться по мере развития тенденции. Иначе говоря, скорость изменения цен возрастает. Если же цены растут, а индикатор начинает выравниваться, значит тенденция замедляется. Это может быть ранним признаком его окончания. Основные способы использования индикатора момента. В качестве осциллятора. Следующая за тенденция. Аналогично MACD. В этом случае сигнал к покупке возникает, если индикатор моментум образует впадину и начинает расти, а сигнал к продаже, когда он достигает пика и поворачивается вниз. Для более точного определения момента разворота индикатора можно использовать его короткие скользящие средние, крайне высокие или низкие значения индикатора. Моментум предполагают продолжение текущей тенденции. Так, если индикатор достигает крайне высоких значений и затем разворачивается вниз, следует ожидать дальнейшего роста цен. Но в любом случае с открытием или закрытием позиций не нужно спешить до тех пока цены не подтвердят сигнал индикатора. В качестве опережающего индикатора этот способ основан на предположении о том, что заключительная фаза восходящей тенденции обычно сопровождается стремительным ростом цен, так как все верят в его продолжение, а окончание медвежьего рынка их резким падением, так как все стремятся выйти из рынка. Именно так нередко и происходит, но все же это слишком широкое обобщение. Приближение рынка к вершине сопровождается резким скачком индикатора момента.
затем он начинает падать, в то время как цены продолжают расти или движутся горизонтально. По аналогии с основанием рынка, моментум резко падает, а затем поворачивается вверх задолго до начала роста цен. В обоих случаях образуется расхождение между индикатором и ценами. Когда цены растут, а моментум падает, это предупреждает вас о том, что вершина близко и пришло время извлекать прибыль из удержаемых позиций и подтягивать стопы. Когда цены дают новый максимум, а максимум моментум ниже предыдущего, дивергенция медведя дает сильный сигнал к продаже. Обратное справедливо для нисходящего тренда. Сигнал на покупку появляется, когда моментум или его скользящие средние падают на значительную величину, разворачиваются и начинают подниматься вверх. Если цены делают новый максимум на графике, который выше предыдущего, а моментум в это время делает новый максимум на своем графике, но ниже предыдущего, это означает, что вскоре может начаться разворот восходящего движения вниз. И наоборот, если цены делают новый минимум на графике, который ниже предыдущего, а моментум в это время дает новый минимум на своем графике, но выше предыдущего, то это означает, что вскоре может начаться разворот нисходящего тренда вверх. Очень неплохо работает индикатор моментум в паре со скользящей средней, построенной по показателям этого индикатора. Зададим индикатор моментум 48 и EMA 8. По показателям индикатора моментум на графике мы наблюдаем, что цена пересекает EMA снизу, а индикатор точно так же преодолевает нулевую отметку. Это означает, что настал момент для покупки. Когда моментум снижается к нулю, нужно быть готовым фиксировать прибыль. Стоит отметить, что в рамках этой стратегии при наличии сильного тренда ко многим сигналам нужно относиться с повышенной подозрительностью. Для дополнительной фильтрации стоит использовать показания на более крупном таймфрейме. Если старший торговый период демонстрирует явный восходящий тренд, то сигналы на продажу следует игнорировать. При нисходящей тенденции пропускаются призывы к покупке. Для некоторых из них могут оказаться правдивыми, и таким образом будет упущена прибыль. Однако в конечном счете трейдер должен оказаться в плюсе. Закрытие позиции рекомендуется проводить не по сигналу моментум. Он обычно запаздывает. Преимущество индикатора моментум. Понятная логика расчета. Индикатор анализирует отношение цены текущей свечи по отношению к аналогичной цене свечи за n период. Открытый код. Есть возможность доработки индикатора под свою торговую систему. Понятная интерпретация сигнала. Если значения индикатора растут и индикатор прошел некую медианную линию, есть восходящий тренд. Минусы индикатора моментум. Нестабильность результатов. Если появляется резкий локальный ценовой всплеск относительно цен предыдущих периодов, моментум тут же на него реагирует. Частично эта болезнь лечится двумя способами: установкой более высокого периода и увеличением таймфрейма. Более высокий период позволяет сгладить линию индикатора, сделать ее более плавной и потому более точно отображать реальную рыночную ситуацию по отношению к историческому периоду. Рекомендуемый таймфрейм от 30 минут. Необходимость постоянной оптимизации. Если резко увеличилась волатильность, нужно пересмотреть значение периода в сторону уменьшения, чтобы индикатор сравнивал реальные последние цены. Если цена переместилась в другой ценовой диапазон, нужно менять значение медийного уровня и уровней зон перекупленности и перепроданности. Вывод. Идеальных инструментов нет, поэтому нельзя сказать, что индикатор моментум лучше или хуже других осцилляторов. Это только лишь еще один инструмент технического анализа для прогнозирования цены. Как пользоваться индикатором моментум, насколько он вам удобен и подходит под вашу торговую систему, вы сможете узнать, только протестируя его на практике. Специалисты не рекомендуют использовать индикатор в качестве основного инструмента. Мнение, что главным предназначением моментум является выполнение вспомогательной функции при работе с другими техническими программами, придерживаются многие трейдеры. Спасибо, что были со мной. Не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал.
а также присоединяйтесь в Telegram. Всего доброго, до новых встреч!